Привет. Дальше что? Как дела? Заебала. YouTube – самый посещаемый сайт в России, особенно популярный среди молодежи. Первой звездой русского YouTube стал Рома Желудь, записывавший бесхитростные ролики о тяжелой подростковой доле. Что я думаю о школе? К 16 годам Желудь стал кумиром миллионов девичьих сердец. Впрочем, ненавидели его с той же силой. На тот момент никто не снимал такие ролики. То есть вообще на стране это было вообще непривычно. Меня огромное количество раз избивали на улице. В торговый центр, допустим, в Питере на мою автограф-сессию для обложки журнала пришло примерно 10 тысяч человек и перекрыли весь проспект. И это была половина фанатов, половина хейтеров. Там дрались люди очень сильно. Меня сразу увели, у меня было охранников 5 или 6. На юного Желудя обрушились слава и деньги. Его песни продюсировала Яна Рудковская. Он вел ток-шоу с Малаховым. В 17 он все бросил и уехал в Лос-Анджелес. В Америке я прожил почти 3 года. У меня была американская мечта и жизнь. Я почти ничем там не занимался, просто тратил деньги. У меня была куча секса, куча тусовок. Прям настроение Линдси Лохан в Голливуде. Купил офигенную просто тачку. Камара, это был черный такой тюнингованная такая машина, которую я успешно разбил вдребезги, без страховки. 3 года такого угара просто, да? Нет, но я занимался очень много, угара. Был момент, когда я осознал, что меня не смотрит больше столько человек, и у меня не заказывают столько рекламы, как раньше из-за этого. И со мной не хотят дружить. То есть очень многие люди, которые хотели раньше дружить. Сейчас уже мне вообще на все это абсолютно все равно. Но мне уже не очень нравится такая открытость по отношению к людям, потому что когда ты снимаешь видео, ты просто всего себя отдаешь, и все могут это посмотреть. То есть ты оставляешь это на всю жизнь в мире. И что там плохого? Ну, за 10 лет есть такой момент, что когда ты этого не делаешь, ты чувствуешь себя спокойно. Блог Ромы Желудя по-прежнему существует. Его редкие новые видео не набирают и сотни тысяч просмотров. Желудь пробует силы в некоммерческой музыке и ходит на работу в офис, как среднестатистический молодой человек. У меня было прям такое чувство, что я конкретно хочу прожить свою жизнь так, как проживают люди, у кого нету видеоблога, у кого нету популярности. Сейчас я работаю 5 на 2. Ты ходишь на работу? Да, в офис? Каждый день. Прикольно, да? Я не ожидал, что так сложится в моей жизни, но в плане мне это самому было очень интересно. Вот. Мой ебучий друг из Италии прислал мне какую-то сраную тряпку с пятном, которому 2000 лет. Все с тем же вопросом. Сможет ли Тед отстирать это пятно? Какая белая ткань. Пиздец. Одним из первых создателей контента в YouTube стал Юрий Дегтярев, снимавший провокационные юмористические ролики с участием своего друга Сэма Никеля. Вскоре Дегтярев занял должность генерального продюсера на отечественном аналоге YouTube – Рутюбе, но долго там не продержался. Когда YouTube и Рутюб были одинаковые с точки зрения внимания пользователей к ресурсу, и прошла информация, что YouTube через полгода от вот того момента запустит монетизацию. То есть люди там несколько долларов дополучать будут, в отличие от Рутюба. Я с обратной мыслью иду, в директорат, говорю: ребят, есть информация, что YouTube крутит эту историю. Давайте мы сделаем это пораньше. Тем более мы к этому шли. Через какое-то большое утверждение в «Газпром Медиа» мне сказали нет. Но я понимаю, что вопрос полгода осталось, и все. Я ухожу с Рутюба и активно начинаю создавать контент в рамках уже Ютуба. У тебя будет уникальная возможность собственноручно закопать в землю более 300 американцев всего за год. После ролика, предлагавшего поработать гробовщиком США, на студию Дегтярева «Майдакс Vision» обратило внимание государство. Глава Росмолодежи и идеолог движения «Наши» Василий Якименко предложил студии бюджетное финансирование. Мы решили, что почему бы и нет. У нас есть миллион идей, у них есть потребности, связанные с созданием контента и работе с молодежью. И мы решили, что вот здесь мы, наверное, должны что-то сделать.
Так возникла платформа для начинающих видеоблогеров «Спасибо, Ева», на которой на деньги Кремля делали первые шаги многие звезды современного Ютуба. Илья Мэдисон, Илья Прусикин, группа «Хлеб», Данила Поперечный, Руслан Усачев и другие. Не слукавлю, что процентов, наверное, 90 Рунета сейчас. И так иначе это люди, которые немножко подумали, а не стать ли мне блогером после просмотра «Спасибо, Ева». Это факт. Мы просто здесь сделали пилот, отослали Юрию Дегтяреву. У нас был знакомый, который ему передал. И он сказал: «Вау, круто, давайте с нами». И мы такие: «Вау, давайте». То есть для нас это было прям вау, ничего себе. Нас взяли в «Спасибо, Еву». Ух. Сегодня мы с Гафигафом будем изучать алфавит. Если ты продаешь гашиш, не пались, малыш, не пались. Если взяли тебя менты, то тебе дадут пизды. Буква Г. Гашиш. Не было никакой цензуры, никого не убеждали, никому не говорили, как нужно сделать, иначе бы ребята просто сбежали бы оттуда, как только бы там появился бы заказ на то, что давайте хвалите Путина. Те ролики, которые были по нашей повестке, они были оплачены отдельно, и был сделан определенный заказ в студии Юры. И люди, которые делали их, они, конечно, понимали, для кого они это делают. Бункеры, замаскированные под рестораны быстрого, а главное дешевого питания. Примером успешной пропаганды можно считать видео про то, что Макдональдсы — это тайные бомбоубежища. Ссылка в конце вела на сайт Селигера. Но абсолютным хитом стал ролик, где Сэм Никель потрогал за грудь 1000 девушек, а потом пожал руку Путину. Владимир Владимирович, можно просто пожать вам руку? Это самый тупой ролик, и он собрал больше всех. Он там в сумме по миру мы насчитали вот неделю назад для презентации счета 140 миллионов просмотров. Молодежь себе выписала премию? Нет, премии не было. Я 2 раза был на инаугурации, одно благодарственное письмо у меня. От кого? От Путина. Благодарственное письмо у меня есть. В 2013 году хакеры из группировки «Анонимус» взломали почту Кристины Потупчик. Из ее переписки стало известно, что блогеры «Спасибо, Ева» работали на кремлевские деньги. Ева была очень клевая тем, что она давала возможность в ситуации, когда не было рекламных заказчиков, в принципе, не было рынка рекламы на YouTube, заниматься творчеством. То есть не переживать за то, что тебе нечем квартиру оплачивать, нечего есть. Вопрос в том, каково это, когда ты внезапно узнаешь, что тебе платит не YouTube, а наши. Это интересно. Это становится интересно, да. Мы были ошарашены, потому что изначально нам никто ничего об этом не говорил. И самое смешное, что если Гафигафа посмотреть, и когда говорят, там, типа, им за это платили из государства, и, типа, они же там срут всю систему. Вот так вот. И это было очень... это удар по яйцам был. Прям жесткий удар. Мы прям с ребятами там созванивались. То есть я, реально там, на тех же сайтах, где все там смотрел переписки, что-то выискивал. Объем хейта, который вылился, и говна там на меня, на ребят тоже, он такой впечатляющий. Тогда сформировалась четкая позиция, что я не буду никогда работать с такими структурами. У нас в России не развито вот это отношение, как в Америке есть республиканцы, есть демократы, и каждый может выбрать себе, и это не будет зашкваром. У нас же это зашквар. Зашкварная история. И я вот усыпленный этим комфортом, я в какой-то момент такой: так, стоп, Юр, а откуда деньги-то? Мы как монетизируемся? Он говорит: все нормально, мы будем Он придумал мне пиздеж. Он такой: мы, в этот проект продадим интеграцию водки Путинка. Я как долбоеб сидел, рисовал презентации для водки Путинка. Говорил: Юр, смотри, вот так можно сделать. Слал ему, и Юра мне только улыбался. Я теперь думаю: вот, блядь, гандон, а. Сидел... Чем он сейчас занимается? Понятия не имею. Надеюсь, тем же самым, чем он раньше занимался, пытается, блядь, у кормушки усесться. Мы все симпатии к нему прониклись, да и до сих пор я за много ему благодарен, конечно, но то, что он задним числом нас всех в пропагандосов вписал, это вообще пиздец. Ты знаешь, это как вот смотреть порно, но все еще задаваться вопросом, откуда берутся дети. Это примерно было вот то же самое, да? Типа, что-то мы как-то ходим на Селигер, нас зовут.
Мы ходим, там, Усачев, я к Медведеву дважды сходил, но я так был удивлен, что деньги оттуда. И, знаешь, я когда спрашиваю, откуда деньги, я такой, от верблюда, блядь. И когда, то есть, на серьезных щах разговоры сейчас, мы не знали, блядь, мы не слышали ничего про серьезное. Ну, хорошо. После ухода из «Спасибо, Ева» Прусикин и Усачев основали вместе с друзьями первое в России независимое сообщество видеоблогеров «Клик-Клак». Теперь это один из крупнейших продакшенов в русскоязычном сегменте Ютуба, выпустивший более 20 популярных шоу. Просто решили делать клик-клак. Комнату Ильдара Джарахова превратили в студию. Снимали. Постепенно все начинает приходить в профессиональный вид. Все. В нулевые юный Прусикин играл романтичный эмо-кор и мечтал попасть в эфир музыкальных телеканалов. В прошлом году клип «Скибиди», снятый силами Клик-Клак и раскрученный в Ютьюбе, стал самым популярным музыкальным видео в России и самым популярным российским видео в мире. Теперь не Ильич стремится на телевидение, а телевидение пытается угнаться за трендами Ютьюба. Остановись, порвешься. Иван, я уже порвался. В России существует уже несколько компаний, как Клик-Клак, там есть ребята с Чикенкари. Как журналист Дмитрий Киселев называет свою жопу? Сейчас. Радиоактивный пепел? Кормилица. Есть ребята, которые делают Big Russian Boss. Я прошел тест на пидора. Да, ты пидор. Продолжаем. У нас это уже становится такими продакшенами, которые по факту могут работать уже в Америке на кабельных каналах. Уже, то есть все, это профессионалы. Но у нас некуда идти, потому что телевидение для любого ютубера, любого, как сказать, контент-мейкера, это шаг немножко назад. Потому что никакой свободы, поток, и ты делаешь просто какую-то херь, и при этом получаешь немного денег. Денег меньше, чем... Конечно, конечно. На телевидении работает очень много крутых авторов. Но им говорят, нельзя вот это, а там список просто колоссальный. И именно поэтому это получается, знаешь, как это сказать, без яиц. На телевидении все без яиц. У меня вопрос боссу. Вот ты как бы себе представляешь свое шоу на телеке? Ну, раньше я на самом деле хотел. Но я думал, что вообще вечернее шоу, мне казалось, что это пиздец как круто. А сейчас я думаю, зачем? Я ненавижу, когда, мной командуют. В этой системе я не смогу, интегрироваться. Сможешь, вот смотри, смотреть, что делать. Большие гонки, да, какая передача на Первом канале вот это была? Ну, это где Нагиев был, да, и там вот какой-то ерундой занимались люди, такой смесь азиатского чего-то. Но вот представь, мы чуть-чуть меняем передачу, придумываем другие ходы внутри, ее ведет босс. Почему нет, на самом деле? Ну, только матом перестать ругаться. Да, и все. Но это реально, это возможно. Шутить надо, Басков с Киркоровым. Отстой. О том, что YouTube стал полноценной альтернативой телевизору, говорит и то, что в него пришли телезвезды. Леонид Парфенов первым из мэтров нырнул в этот лягушатник и обнаружил, что формат традиционного влога, разговора на камеру, уже не работает. Это видно, что это образ жизни. О себе любимом. Поневоле. Но меня-то все уговаривали, что так и можно. Нет, уже нельзя. Вот сегодняшнее развитие Ютуба такое, что нельзя. Не простят. Если не будет полчаса, если внутри этих получасов не будет 7 разномастных материалов, и не может быть никакого куска больше 5 минут. И это оказалось очень затратно. И это нужно делать фулл-тайм. Это ремесло. В результате все стало ровно так же, когда у нас раньше был эфир в воскресенье, и я в понедельник отсыпался. А теперь выкладка в понедельник, и вот с воскресенья на понедельник у меня остался один день, когда я не ставлю будильника. Это ровно то же, что было 15 лет назад на телевидении. В Ютьюбе Парфенову, привыкшему к дорогостоящим съемкам, приходится снимать себяшечки на селфи-палку, а также сниматься в рекламных интеграциях. Это ведь тоже затраты. Обязательно нужно сниматься самому.
Ты принял эти правила легко? Ну а что делать? Они признают только вот так. Я как-то старался разнообразить. Я читал Евгения Онегина в кабриолете для Патефона. Или там одним куском в Париже, когда читал там Маяковского и бегал ночью у Гранд-Опера. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Париж бежит, провожая меня. Подошли полицейские. Ночь глубокая. Бегает человек, машет руками и читает по-русски стихи. Ты и сам себя снимаешь. Да, и сам себя снимает, да. И объясни, что это русский YouTube. В 2004-м Парфенова уволили с НТВ, а после обличительной речи на вручении премии Листьева госканал окончательно прекратили с ним сотрудничество. Параллельно с блогом Парфенов продолжает выпускать в том же YouTube новые эпизоды исторического сериала «Намедни», правда теперь без «Намедни» в названии. Бренд, созданный Парфеновым, запретила использовать телекомпания НТВ. Я уже давно ни разу не был в Останкино. И совершенно не тянет, разумеется. Я уже никогда не буду ни в каком офисе сидеть. В кошмарном сне не представляю, что я пойду на какую-то летучку, на какую-то планерку, да куда бы то ни было. Вообще кто-то мне что-то будет говорить про то, как работать. Вот это стоит памятником вот примерно от времени, когда были такие телевизоры, и вот по сих пор я ими не пользуюсь. Первым из политиков, кто догадался открыть в YouTube свой канал, стал Алексей Навальный. Выложенный в начале марта 2017 года фильм «Он вам не Димон» моментально попал в тренды YouTube. Меньше чем через месяц, 26 марта, на протестные митинги по всей стране вышли десятки тысяч совсем молодых людей. Небывалый прежде случай. Я человек текста, я не люблю видео, я сам не смотрю ролики, и мне все время хочется, чтобы они быстрее шли. Для меня это очень медленно. И в каком-то там публицистическом соревновании вот, текстов я, может быть, там и забью всех своих политических противников, но это будет соревнование там внутри 3%, 5% в крупных городах. А хочешь общаться с большими массами людей? Нравится тебе это, не нравится? Делай видосики. Летом этого года в Москве прошла волна массовых протестов. Сначала против недопуска независимых кандидатов на выборы, а потом уже против полицейского беспредела, с которым столкнулись демонстранты. Они шьют уголовные дела, они привозят ОМОН, закупают водометы и показывают в новостях картинки, как людям ломают ноги, которые просто вышли на пробежки. Скажите, мы боимся их? Мы правда боимся людей, которые навстречу с мирными гражданами безоружными вышли все в касках и броне? Одной из ведущих сил московских протестов стали ютуберы. Данила Поперечный, Ильдар Жарахов и ресторатор специально прилетели из Питера, чтобы участвовать в митингах. Популярный видеоблогер Николай Соболев последние месяцы почти в каждом выпуске освещает протесты и уголовные дела против демонстрантов. Первый канал тут же рассказал нам об акциях протеста, вот прямо подробно, вот только не в России, а во Франции. Первый настоящий вызов президенту Франции. Полезная информация. Ну а о митингах в Москве редакторы передачи «Время», видимо, не слышали вообще ничего. Все хорошо. Респект. У нас территория искренности. Все говорят то, что, стараются говорить то, что думают. Как мы можем говорить о чем-то хорошем, если столько всего, очевидно, плохого в данный момент есть, с чем нужно, необходимо разобраться? Когда человека сажают за 4,5 года, после того, как он просто походил на улицу, когда человека сажают за твит на 5 лет, это же сюрреализм. Я не верю каждый раз, когда такое происходит. Меня просто трясет от этого. Пропагандистский контент в Ютубе не приживается. Воспевающий Собянина клип «Москва» Тимати и Гуфа, получив рекордные 1,5 миллиона дизлайков, был удален авторами. Соболев сам попал в похожую историю год назад, когда сделал нативную рекламу парка Горького накануне выборов мэра в столице. Мне вообще подали это как... вот это, в городе есть такое место прикольное, типа. Ну, это, конечно, напоминает немного отмазки Гуфа по поводу... Я его понимаю, я тебе так скажу. Я в выпуске так и сказал. Я более чем уверен, что Гуф мог и не взять за это бабло. Вот он по степени распиздяйства, вероятно, вот... Это равно Николай Соболев, в прошлом году. И вот эта ситуация прямо отрезвила. На меня вылили не просто там бак холодной воды, на меня вылили горячую воду, потом холодную, потом опять горячую, потом в лед засунули меня, забили туда. Я такой, о, господи, боже мой. Все коллеги по цеху, вся аудитория, 100 тысяч человек отписалось за 2 недели. Блять, где же... Ой, привет, ублюдки! Я расскажу вам, почему Николай Соболев продажный пиздобол и лицемер.
Еще большим скандалом закончилась кампания по повышению явки на выборах, организованная изданием «Лента.ру», предположительно на деньги администрации президента. 18 марта пусть дрогнет страна. Иди, ты сделай выбор свой. 18 марта на участках будет жарко. Мой взрослый выбор в конце марта на выборах. Если чертить кривую успеха работы Кремля в сети, то будет вот плохо, потом такой взлет, и сейчас опять плохо. То, что сейчас происходит, там процессы в Ютубе, это примерно то, что происходило в ЖЖ в начале десятых. Вот эти вот сливы, вот эти вот какие-то разоблачения, какие-то зашквары. Сделали клипы там за Путина, еще что-то. И насколько это была реакция? И все. То есть, и как раз... Конечно, да. И вот потом им извинялись, там, сливались, там, кошмар, там, простите. Мне тошно, и я прошу прощения у всех, кого я разочаровал. То, что сейчас происходит перед этими выборами, это просто позорный скандал. Им там всем раздали какой-то общий план действий, что ли? Говорите про секс в ваших клипах про выборы, и эти озабоченные ебланы побегут на выборы. За кого они нас принимают, господи? Сейчас на Ютубе, да, аудитория очень оппозиционная, умная, разбирающаяся, интересная, перспективная. Ее уже так не обманешь. YouTube в какой-то момент стал такой своеобразной альтернативой телевизору, и туда вот пришла как раз аудитория, которая не может вот это жрать говно с экрана, а которая хочет получать какой-то качественный контент. История с парком Горького сделала Николая Соболева, как он утверждает, взрослее и ответственнее. За поддержку московских протестов ему теперь приходится платить из собственного кармана. Это как бы аксиома в нашем бизнесе. Если ты затрагиваешь темы протестов, митингов и так далее, ты теряешь рекламодателей. Каждый раз, когда я затрагивал какую-то тему, мне мои менеджеры напоминали: Коля, ты помнишь, что происходит с людьми, которые затрагивают оппозиционные темы? И я такой, да. И в прошлом году я говорил, да, надо бы с этим подзавязать, как-то надо градус снизить. А в этом я говорю, похуй. Пусть уходит реально. Это вот для меня важнее. Подожди, но насколько все критично, я имею в виду, ты прям потерял, то есть тебя как бы стали... Нет, просто заработки стали ниже в 2 раза. Что для нас YouTube и интернет? Нет, конечно, как всякая возможность частной инициативы при огосударствлении почти всех сторон российской жизни, он несет вот эту функцию. Это полянка, на которой скачут зайчики. То, что вокруг страшный темный лес с волками. И такому даже матерому волку, как Золотову, тоже нужно выскочить на эту поляну, если ему вдруг захотелось поскакать. Это же не от того, что поляна так хороша, а от того, что лес так страшен. Там скакать нельзя. Совсем. В советское время эту функцию нес рок. Он был больше, чем музыка, потому что он был свободой. Мы вернулись обратно туда же. И теперь мы видим, что рэп, YouTube, все эти формы, которые каким-то образом передают современность неказенным способом, они страшно востребованы больше, чем они бы того заслуживали. Потому что корчится улица без языка, и ей нечем говорить и разговаривать. Я выступаю здесь ради того сегодня, чтобы у моего народа была свобода и было право выбора. Среди знаменитостей, поддержавших московские протесты, были не только блогеры, но и независимые музыканты, популярные в Рунете. Еще вопрос про интернет. Что он для вас? Как вы популяризируете свое творчество? Как вы взаимодействуете с фанатами? И вам не нужен первый канал уже для этого? Нет. Нам вообще ничего не нужно. Нам минимум ресурсов нужен. Мы вдвоем и доступ к интернету. Нет каких-то адских бюджетов, да. У нас нет никаких менеджеров. Нас никто не спонсирует из США, как есть такая версия. Да, есть такая версия. Мы когда запускали проект, мы изначально позиционировали себя как интернет-артисты. У нас везде написано до сих пор, что мы из интернета. То есть где наш лэптоп, там наш дом, где наш доступ, там подключение к Wi-Fi и так далее. У дерзости интернет-музыкантов и видеоблогеров есть и экономическая основа. Развитие онлайн-платформ и стриминговых сервисов позволяет зарабатывать и раскручивать контент без участия продюсеров и государства. На это намекал Юрий Дудь в своей речи на премии GQ, где в номинации «Лицо с экрана» все финалисты были из YouTube. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками,
Я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать. Я понимаю, что многие скажут, ну, слушай, Юрец, все понимаю, всех жалко, но очень не хочется лишиться ремесла. Тут я могу процитировать только одну важную русскую панк-группу. Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки. Какую-то работу смог найти даже я. Какая-то работа только благодаря рекламным интеграциям приносит Дуде около 7 миллионов рублей в месяц. При этом уволить из Ютуба, в отличие от телевидения, нельзя. Это особенно раздражает некоторых тележурналистов. Кто эту, в общем, мразь раскручивает ничтожно? Какие там деньги? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх. Они не понимают, что этим они открывают врата ада. Я бы сам бы вот подошел бы себе, леща бы дал бы себе, сказал бы сейчас, что вот такой я бедный, там начал месяц зарабатывать. Все равно это огромные деньги в сравнении с населением, с зарплатой. Не знаю, миллион в месяц зарабатывать. Да, конечно. У меня миллион в месяц расходы. Расходы больше, чем миллион в месяц. Типа, мне только зарплата сотрудников это 1650. Ты сам себе хозяин, у тебя нет никакой продюсерской компании. Есть рекламное агентство YLG, они не диктуют мне никакие условия. Они мне находят рекламу, я для них произвожу контент. Это взаимовыгодные условия. Я абсолютно независим. На меня никто не давит пока, слава богу. Музыканты Ice Peak свои клипы режиссируют и монтируют сами. Массовку набирают из фанатов. В прошлом году группа выпустила песню «Смерти больше нет», в которой говорится о полицейском насилии и сроках за посты в интернете. Мы просто в России находимся. Мы всего лишь зеркалим все происходящее. Ну вот, например, текст для «Смерти больше нет» — это вот реально после перевыборов Путина. Я посмотрела его речь и как-то просто закрыла вкладку и написала как бы часть текста, как такой выплеск и реакцию. И, видимо, это очень сильно совпадает с тем, что чувствует наше поколение, судя по реакции на альбом и на тексты. Государство тоже отреагировало старыми верными офлайновыми способами. В туре у группы вдруг начались неприятности. Перед концертом в Воронеже в клуб пришел представитель Роспотребнадзора с жалобой на отравление, почему-то в сопровождении полиции. Вы прибыли по сообщению. Необходимо опросить вас, бармена, организатора, кто концерт организовал, и 2 солистов. А солистов зачем трогать? Ну, они здесь, получается, выступали. Что здесь за музыка? Они еще не выступали. Ну, еще никто не выступал. Вот А в протоколе разве содержится что-то выступающее? Нет. Вот я хочу убеждать, почему здесь солисты и вот этот протокол? Причем тут отравление человека? Хотят опросить солистов, Вик, а почему сейчас тогда это протокол? Да я не знаю. Как это увязать, сказать, товарищ полковник, да? Нет, капитан. Да, Дим. Смотрите, там просто ситуация какая. Давай, в малом зале мы тебя ждем. Просто смотрите, то, что здесь запрета в деятельности. Здесь деятельность, допустим, как организации вашей, так деятельность и музыкантов. Они просто видят, что эта музыка резонирует, и им не нравится то, о чем мы поем. Поэтому они пытаются вот этими вот древними доисторическими способами нас запретить. Никаких законных оснований у них нет, поэтому они просто строят какие-то смешные пакости, и все над этим просто убирают. Сегодня у нас что? Какая серия? Сегодня серия отравления. Полиция заблокировала вход, но около 50 фанатов все-таки попали на концерт. Вдвое больше осталось на улице. Когда менеджер группы попытался провести через черный ход новую группу зрителей, к нему применил силу оперативник в штатском. На концерт. Почему? Потому что Россия лучшая страна в мире.
Россия, да. Россия вперед. У нас снова запрещается. Добро пожаловать в 80-е, там, я не знаю. А потом говорят, почему все хотят съебать, блядь, отсюда. Программист и предприниматель из Таганрога Дмитрий Думик переехал в Кремниевую долину 3 года назад. Успешно развивает здесь платформу для создания чат-ботов в Фейсбуке. Стартап уже зарабатывает несколько миллионов в год и позволяет думать не только о работе. Здесь регулярно происходят какие-нибудь саундхиллинги, когда все раскладываются, бьют по чашам, какие-то мантровые пения. Это все вещи, которые Сан-Франциско наследовала от хиппис. Получается уникальный микс, когда вот все эти ребята, которые интроверты, программисты, садятся и начинают, значит, петь мантры. Абсолютно невероятно. И, в общем, открывать души. Я помню этот момент, когда это все как бы для меня вот так вот выключилось. Это был 17-й год. Меня пригласил Цукерберг на завтрак. И я выхожу оттуда и понимаю, что я учился там в Таганрогском государственном радиотехническом университете. У нас какие-то там, не знаю, на ассембле нас заставляют какие-то древние технологии изучать. И такой ты фигак и попал на небо. Условно. И там встретился там с главным. Выходишь туда и понимаешь, что, все отпустило. Вот эта конкурентная энергия доказательства себе, на ней можно бежать, но на ней можно бежать только какое-то время. Потом она становится токсичная, потому что ты играешь не свою игру. И вот тут начинается уже какая-то работа. Смотришь себя, пытаешься понять какие-то практики, нащупать свой стержень, нащупать смысл своей жизни. Добро пожаловать, вот наш дом. Комьюнити нового формата. Здесь у нас бэк-ярд. Вот здесь прямо делаем йогу. Иногда занимаемся боксом. Что уж тут скрывать. Агрессию куда-то приходится же девать. Все не замедитируешь. Я сама. Должен был быть интервью про интернет. Пацаны в гараже. Нормально, пацанов, да, снимаем. Долбят грушу. «Добрый дом» основал Андрей Дороничев, создатель одного из первых в России мобильных приложений для скачивания музыки и видео. Последние 10 лет Дороничев работает в Google. Среди его патентов – мобильное приложение для YouTube, которое есть в каждом телефоне. Сейчас занимается разработкой игрового аналога YouTube и продуктов в области VR. Мои патенты. 1, 3, 5. Остальные что-то у меня нет. Здесь в «Добром доме» ты видишь там какое-то там ощущение комьюнити, все эти йога и медитации, спорт, там какие-то тусовки, общение, вот это все на самом деле просто способ инженерить, задизайнить свою жизнь с оптимизацией не только для успеха, но и для счастья. Жилье в Сан-Франциско из-за близости Кремниевой долины самое дорогое в США. Дороничев выкупил дом у старого джазового музыканта и капитально отремонтировал. Теперь тут обосновалась коммуна стартаперов из России и Беларуси. Электронная подпись изменит весь мир, да? И ты это знаешь, и я это знаю, все вы это знаете. Что это там? Мне кажется, без чат-ботов ничего не получится. Только в VR, друзья. Только в VR. Все это может работать только через голос. А где вино? Безалкогольное? Спасибо. Сейчас. Ну вот я примерно здесь уже представляю, что будет комментарий. Будет такой в Ютубе. Предприниматель Сан-Франциско на белом Range Rover пьет безалкогольное вино. Тебе приходится всерьез разбираться с вопросами стрессоустойчивости, как ты делаешь себя максимально эффективным. Ты заметил, там у нас никто не пьет, например. Ты адекватно не можешь себе позволить бухать и там снижать свои интеллектуальные способности. На следующий день или через 2 дня у тебя просто замедляется мозг. Тебе так-то постоянно не хватает. Я постоянно чувствую себя идиотом. Постоянно. Синдром самозванца — это просто данность практически для всех здесь. Да? Ты можешь быть кто угодно, и ты постоянно чувствуешь, что ты недостаточно хорош по сравнению с... Всегда есть некий Илон Маск рядом. Я уверен, что у него тоже кто-то есть. Особенно в Сан-Франциско важен качественный круг поддержки, потому что это самое лучшее место на Земле, чтобы почувствовать себя говном. Сюда приезжают самые целеустремленные, амбициозные, уязвленные,
конкурирующие, да, чуваки. Ты приезжаешь и сразу понимаешь, что, ну, кто самое говно. И тебе регулярно об этом напоминают. Вот. Поэтому я выбираю жить здесь. В команде Думика 30 человек. В офисе в Сан-Франциско всего 10 сотрудников. Остальные на удаленке. Так работает сейчас большинство IT-стартапов. География – весь мир. Бразилия, Сербия, Ямайка и, конечно, Россия. Программисты, аналитики, дизайнеры и продуктовые люди все в Москве. Почему? Специалист сопоставимого уровня мне в Сан-Франциско бы обошелся там, в 3-5 раз дороже. У нас потрясающая команда. Я скучаю по ним, когда уезжаю. Мне нравится приезжать в Россию, мне нравится встречаться с нашими людьми и шутить про ежика в тумане. Я думала, что русские очень серьезные и напряженные, ну типа военных. Но пришла в компанию, а тут все на расслабоне, занимаются йогой, кундалини, медитируют. И они совсем не пьют? Да-да, совсем. Я думала, что придется пить водку. К русским, особенно в долине, относятся с большим уважением, признавая наши, немалые таланты, инженерные, технические. Мне кажется, в Америке проще делать бизнес. Проще, потому что тебе меньше приходится отвлекаться на очень странные и непонятные истории. И в России очень много непредсказуемости в этом плане. Постоянное изменение венчурного климата. Сейчас история с Baring Vostok Capital, когда основателей фонда, который помог создать русский интернет, посадили. Мне не нравится тратить свою энергию на вот эти вещи, на борьбу, да. Даже не то чтобы на борьбу, в смысле это отвлечения какие-то, которые тебя в конечном итоге не приближают к своей цели. В этом плане здесь проще. Все больше людей хотят переехать, к сожалению. Вообще мир — это сейчас особенно, это настолько самобалансирующаяся система, где ты создаешь напряжение, мгновенно люди реагируют. Все, мы уже настолько глобализованное общество, настолько у тебя нет границ, просто берешь и переезжаешь. И в этом плане будут выигрывать те государства, которые будут заинтересованы в том, чтобы приезжали к ним люди определенного уклада. И даже вот виза, там, например, по которой я сюда приехал, она называется O1, это виза для людей с, как они говорят, extraordinary abilities. То есть это выдающиеся люди в своей сфере. Если ты топ-1% твоей тусовки, тебе дают визу или грин-карту. И, это вот политика государства, кого ты хочешь видеть. Но такие люди неудобные для системы классической, потому что они борцы, они не будут молчать. Если им что-то не нравится, они выйдут и скажут, это хуйня. Вот. Поэтому, текущему нашему правительству, это такие люди неинтересны. Год назад президент Путин объявил о декриминализации 282 статьи, но за слова в интернете по-прежнему судят. Студента факультета политологии Высшей школы экономики Егора Жукова обвиняют по 280-й. Эксперт ФСБ нашел в его видеоблоге призывы к экстремизму, при том, что Жуков из ролика в ролик пропагандировал ненасильственный протест. Я не устану это повторять. Власть в России можно сменить только мирным путем. Я уже снял 2 ролика на этот счет, но я не устану это повторять, пока это не станет мейнстримным мнением. Как и многие студенты, Жуков впервые вышел протестовать на акции «Он вам не Димон» 26 марта. Тогда же завел блог в Ютьюбе и быстро набрал свыше 100 тысяч подписчиков. Красивые кадры, не правда ли? И мне даже вроде бы должно быть приятно, что я так много где засветился. Но вот что-то как-то нихера. На популярном среди студентов вышка батле либертарианец Жуков схлестнулся со своим бывшим одноклассником и идеологическим противником Леваком Степановым. Читка бывает и получше, но вот начитанности позавидовал бы сам Оксимирон. Я как гнойный разрушу твою империю. Атман расправил плечи, а Егор перья. И пока ты на камеру кудахчешь о революции, твои подписчики портят одеяло от полюции. Ты со мной не меряйся письками, потому что на любую франкфуртскую школу найдется своя австрийская сука.
я тебе дам по ебалу томиком Фридриха фон Хайека. Может, тогда у тебя мало-помалу в голове начнется хоть какая-то динамика, и ты поймешь... Это их методы. И ты поймешь, что миром правят не зажравшиеся капиталисты с пузом, а всего-навсего те, кто талантливый и компетентный. Вырубай своего внутреннего Маркуза. Понял, блядь? Когда я узнал то, что Егору шьют уголовное дело, я сначала, конечно, не поверил, но потом меня прям вот я прошелся холод, и все вот эти идеологические различия, все это напряжение, которое между нами было, все это неприязнь, оно все мигом ушло. Ну и вот и сейчас вот я активно занимаюсь, вот мы делаем кампанию «Арестанты дел 212». Надо отличать слова от поступков, и любое преследование за слова несправедливо. Если власть считает, что такими действиями, такими карательными мерами она может запугать, ну, она может добавить страха, да, это правда. Но просто кроме страха она добавляет еще и злости, и сплоченности. Между теми, кому страшно, так или иначе возникает сплоченность. Россия неминуемо будет свободной, но мы с вами можем не дожить до этого, если позволим страху победить. Потому что когда побеждает страх, наступает тишина. Тишина, которая будет прервана звуком торможения черного воронка за окном и делящим жизнь на до и после грохотом дверного звонка. Крупнейшие информационные ресурсы, такие как Facebook и Google, грубо нарушили законодательство Российской Федерации о выборах. Я считаю, что Facebook и Google, безусловно, должны быть отключены. Google, Facebook, в Twitter и так далее, это не платформы, где какие-то нехорошие люди просто за деньги размещают незаконный контент. Они участники войны. Закроют ли Google или Facebook? Я думаю, рано или поздно, да. YouTube – американский видеохостинг, принадлежащий Google. На запросы Роскомнадзора компания почти не реагирует. В сентябре после московских выборов была создана комиссия по расследованию иностранного вмешательства. Власть, похоже, всерьез решила разобраться с неподконтрольной компанией. Любопытная деталь. В день голосования американская интернет-платформа фактически поставила в привилегированное положение так называемый список Навального, направленный на поддержку определенных кандидатов в Мосгордуму. Не будем забывать и о роли зарубежных интернет-платформ мобилизации граждан на массовые беспорядки в Москве летом текущего года. Ты можешь убить все СМИ, совершенно просто запретить СМИ, в принципе. Но для YouTube, в общем, мало что изменится на завтра. Абсолютно. Просто потому, что Юрий Дудь не СМИ. Или потому, что все эти блоги не СМИ. Поэтому мне тут видится только то, что они будут пытаться технологическими методами ограничивать доступ людей туда и доступ информации к людям, соответственно. Будет ли это автономный Рунет, будет ли это что-то другое? Я очень надеюсь в этом смысле на то, что нас всех спасут непрофессионализм и коррупция. Если поручить самым талантливым в этом смысле людям, которые доведут до такого состояния, как, например, там государственный поисковик «Спутник», вот, которым мы, естественно, все пользуемся, все любим его, вот, то никакого автономного Рунета, может, и не будет. У вас вопрос, я понял, по Роскомнадзору, правильно? Нет, у меня сейчас вопрос по выступлению. На каком основании вопрос? В смысле, на каком основании? В смысле, в прямом. Я хочу узнать законно, вы здесь находитесь или нет. Деятельность данного заведения временно приостановлена. Мы поняли. Вы это поняли, да? Ну, будьте добры, пожалуйста, завершить свои музыкальные воспроизведения, покинуть помещение. При чем? Вы же менеджер, вы сказали. Я выступаю на сцене, я не исполняю произведения. Ну, вы их менеджер. Ну и что? Он же не начальник, правильно? Тут поступила информация о школе, что нашего турменеджера сейчас допрашивают. Концерт «Айспик» в Воронеже состоялся, но в укороченной версии. Из-за действий силовиков группа была вынуждена прервать выступление. Около 100 человек, купивших билеты, полиция на концерт так и не пустила.
Они тебя пиздили? Ну не, ну там реально все обозленные были. Ну тебя реально типа прижали к стене очень жестко, со стороны ты выглядит как полный пиздец. Не, он вообще пытался мне угрожать. Дверь ломается, он тебя за шею к стене. Ну это как бы стандартный день из нашей жизни за последние 10 дней. Бля, мне ничего не подкинули, но есть такой... На самом деле резонный вопрос, мы сейчас все время проверяем куртки. Проверяем куртки, сумки. Классный концерт, все понравилось, но я не попала. Полиция не пустила меня на концерт. Нам не нравится ваша музыка, вот один аргумент. До свидания. Гуляйте на все 4. Хватит приволновала. Просто спасибо, Россия. Экстремизм. Привет, ребят, мы пришли спеть. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит. Смерти больше нет. Добрый вечер, телеканал РЕН-ТВ, федеральный. Можете прокомментировать, что происходит? По-моему, все уже достаточно комментировали. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит. Я теперь готова ко всему на свете. Я отсидела свой срок в интернете. Выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента. Я иду по городу в черном